Привет, мои дорогие друзья и новые зрители моего канала. Кто еще не знает, меня зовут Светлана, я живу в Калифорнии, и сегодня я вас приглашаю на мою кухню. Мы с вами приготовим от начала до конца французский луковый суп по оригинальному рецепту Джулии Чайлд. Откуда я беру рецепты французской кулинарии от Джулии Чайлд? У меня есть замечательные две вот такие книги. Они куплены на Амазоне. И вот это первая книга. Хочу вам показать. Вот он, луковый суп. Все ингредиенты будут перечислены под видео, так что заглядывайте и берите себе на заметку. Первое, что мы с вами делаем, это высокий противень берем. Ну вот у меня такой стеклянный, можно любой. И выкладываем кости с небольшим количеством мяса. Делаем бульон, темный говяжий бульон. В идеале для вкуса взять половину телячьих костей, половину говяжьих. Ну, как бы не только кости, немножко мяса, чтобы на них было для вкуса. Также мы кладем лук и морковь. Разогреваем нашу духовку по Фаренгейту 450 градусов. Она у меня уже готова. И ставим запекаться. На 30-40 минут, и будем с вами переворачивать кусочки, чтобы они запеклись равномерно со всех сторон. Вот таким образом через 30 минут выглядит наша основа для бульона. Но этого еще недостаточно. Я сейчас все это переверну и еще минут на 10 поставлю обратно в духовку. Ребятушки, те, кто живет в Америке, еще ж проблема кости купить говяжьи, потому что в обычном магазине никаких костей вы не купите. Кости я покупаю лично в мексиканских супермаркетах. Только что вытащила из духовки, вот примерно до такого состояния темно-коричневого нужно все запечь. Для очень красивого, вкусного бульона. Оно даже, знаете, таким пахнет запеченным немножко мясом. И будем перекладывать в холодную воду с нашими овощами и специями. Для бульона нам с вами потребуется, конечно же, холодная вода, но так, чтобы она закрывала мясо примерно на 5 сантиметров. Я вам покажу, когда мясо будет готово. И добавляем следующие ингредиенты в воду. 2 чайные ложки соли, 2 средние луковицы. Поскольку у меня одна большая, я вот так ее разрезала. Также 2 средних стебля сельдерея, 2 средние морковки. Ну вот здесь у меня такие, скажем, остатки морковки, потому что у меня, если вы помните, морковка запекается. И в марлю мы завязываем 2 средних зубчика неочищенного чеснока, 1 лавровый лист, 2 сухие гвоздички. Дальше идет тимьян, если у вас нет свежего, как у меня, и свежей петрушки, пучок петрушки, небольшой пучок тимьяна, значит, добавляете, по тимьяну, значит, 1/4 чайной ложки тимьяна и петрушки пол чайной ложки. У меня вот крупная петрушка. Если у вас мелкая из магазина, то можно 6 веточек петрушки. И завязываем специальной такой ниткой для кулинарии. Важный момент. Обратите внимание, все, что осталось в противне. Вот у меня жир остался и немножко кровь запеклась. Так вот это все нужно добавить водички и соскрести, и все это переложить в бульон.
полностью. Затем, позже я вам скажу, как избавиться от жира, потому что в бульоне нам, в принципе, жир не нужен будет. Но сейчас, если вы хотите вкусный бульон получить, вот это все соскребаем со стеночек. Даже если у вас больше все пригорело, не так, как у меня, все это перекладывается в наш бульон. Итак, все ингредиенты у нас добавлены. Я поставила на средний огонь и жду, когда все закипит. Только что закипел хорошенько мой бульон. Ну, как хорошенько вы видите. Все я поставила на самый маленький огонь. И вот теперь нужно вот эту образующуюся пену снимать. Ну, знаете, я все делаю точно по рецепту, как написано в этой книге. Поэтому, если не хотите, не снимайте пену, потому что что такое пена? Запекшаяся кровь, всего лишь белок. Но раз в книге написано, а мы делаем оригинальный рецепт, то я буду снимать и жир, и пену. Когда вы сняли практически всю пену, мы накрываем крышкой. Единственное, проконтролируйте, чтобы вот эти пузырьки, их было очень-очень мало, чтобы активно ничего не кипело. И накрываем крышкой не до конца, чтобы не доводить до кипения. Это очень-очень важно. Периодически будем снимать крышку и снимать пену. Но все-таки все это готовится под крышкой, и готовится это 4-5 часов. Обязательно контролируйте пузырьки, чтобы выходили, чтобы было такое слабое, но все-таки это было кипение. Пока варится наш бульон, мы с вами должны приготовить гренки. В идеале взять французский багет. Что такое французский багет? Это такой хлеб интересный. Он вкусный, он очень вкусный. В Париже мы, конечно же, его ели. И в чем его особенность? Он мягкий внутри, свежий багет, и очень дубовая корочка на нем. И когда вы разламываете, едите, ну просто восхитительный вкус. Хлеб. Если у вас нет французского багета, возьмите, если найдете, чиабатту. Если нет, вот я такой хлеб купила. Главное, чтобы корочка была снаружи и мягкий внутри. И мы нарезаем такие вот греночки. Вот у меня на ладони, чтобы было понятно размер. Греночки ставим в духовку 100 градусов. И наша задача высушить эти гренки и слегка подрумянить. Так что ставим вместе. Давайте, вот моя духовка. «100 градусов по Цельсию и 212 по Фаренгейту». Греночки наши готовы. Они выглядят просто идеально. И теперь мы должны немножко их сбрызнуть маслом. Ну вот у меня оливковое, вы можете подсолнечным маслом. И натираем зубчиком чеснока. Так, сейчас я попробую сделать это одной рукой. Хотя это очень сложно. Так, ну вот, чуть-чуть. Так, чтобы не сильно было. Можно говяжьим жиром немножко сбрызнуть, но жир этот должен быть как бы поджаренный. Вот тот, который, когда мы запекали, тот жир, который остался, им можно. И вот те кусочки просто натираем. С двух сторон желательно натереть. Пока я натирала моим чесноком, видите, как он стерся. Ну, наверное, лучше взять пару зубчиков, натереть для аромата. Показываю вам идеальное кипение. Сняла крышку, чтобы показать. Но на самом деле все готовится у нас под крышкой, неплотно закрытой. Обязательно щелочку
для воздуха. И контролируем, если выкипает вода, мы воду добавляем, чтобы наши косточки с мясцом были накрыты водой. Так, вот такая щелочка. Все, парится дальше. А мы с вами готовим лук. На 2 порции я буду готовить 2 порции супа. И приблизительно нужно взять меньше килограмма лука, где-то 700-750 граммов. У меня будет одна огромная луковица, и у меня остался кусочек лука, поэтому вот это все сейчас будем измельчать. Занимаемся лучком теперь. И приблизительно, чтобы вы понимали, на одну порцию, ну, где-то 200 миллилитров нарезанного лука. Значит, на сковородку 1 столовая ложка или подсолнечного, или оливкового масла. Ну, в оригинале у Julia Child идет оливковое масло. И 3 столовые ложки коровьего вот этого сливочного масла. Когда все растопилось, мы добавляем сюда наш лучок, высыпаем. Так. Высыпали лук и накрываем крышкой. Ставим на самый маленький огонь. И я заряжаю 15 минут. Так, 15 минут прошло. Вот так выглядит наш лучок. Мы его открываем. Ой, горячая крышка, ладно. Переводим огонь на средний. Добавляем 1 чайную ложку соли и 1/4 чайной ложки сахара для лучшей карамелизации. Так, это у меня был сахар, вот здесь у меня соль. И теперь, постоянно помешивая, запаситесь терпением, ребятушки, 30-40 минут. Дальше готовим наш лук. Карамелизируем, так скажем, его. Вот у меня на среднем показала или нет. И дальше он должен у нас за эти 30-40 минут стать золотисто-коричневым. Лучок, обратите внимание, он уже золотистый, но он еще недостаточно коричневый. Он должен быть потемнее. Наконец-то наш лук закарамелизовался. Длинное слово. Так, как надо. Вот именно золотисто-коричневый. И он так пахнет классно. Теперь, ребятушки, на наше количество, напоминаю, мы готовим 2 порции. Мы добавляем, ну, так скажем, 1 чайную ложку, максимум 2 чайные ложки муки. И готовим, все это перемешиваем и готовим на этом же самом среднем огне 3 минутки еще. Для того, чтобы наш лук не был очень жидким. Немножко мука придаст густоты. Вот такой лук у вас должен получиться. Так, переходим к следующему этапу. Лук мы должны смешать с нашим процеженным готовым бульончиком. Бульон горячий. Я включаю на среднюю, так скажем, на средний огонь и начинаю добавлять бульон и перемешивать с нашим луком. Добавляем столько бульона, ну вот, как я сказала раньше, 2 порции. Я готовлю ужин сегодня для себя и для моего мужа. Так,
Так, добавляем бульона на 2 порции. И лук у нас тоже был на 2 порции. Так. Я думаю, что я весь этот бульончик волью. Перемешиваем, чтобы все размешалось, потому что вы помните, мы добавляли с вами муку. Все это перемешивается, доводится до кипения и опять ставим на медленный огонь и варим 30-40 минут. Также мы сюда добавляем или сухой белый вермут, вот у меня, например, вот такой вермут, или сухое белое вино. Сколько нужно добавить? Приблизительно. Ну вот у меня меньше чашки, меньше даже половины чашки на 2 порции. Я думаю, что 1/4 чашки вермута. Можно чуть-чуть даже меньше. Алкоголь испарится, запах и все остальное останется. Перемешиваем и, ребятушки, обязательно пробуем. Если вкус, так скажем, вас не устраивает, то соль и перец добавляем, корректируем наши специи. Вот я сейчас буду пробовать. Божественно вкусно, но нужно добавить перец. По соли пока что меня все устраивает. Следующий этап. У меня есть специальные такие порционные, как их назвать, мисочки, что ли, для французского лукового супа. Если у вас таких нет, вы можете взять обычные горшочки глиняные или какие-то глубокие миски. На дно выкладываем наши гренки чесночные. Сверху мы кладем, вот у меня порезан, ну, просто можно, знаете, как слайсы, швейцарский сыр на греночке мы кладем. Закрываем полностью наши гренки просто швейцарским сыром. Любите много сыра, добавляйте больше сыра. Он расплавится внутри, будет тягучий такой хороший. Так, ну вот я, в принципе, весь, наверное, сырочек мой и положил. Да, весь сыр. Дальше мы заливаем нашим супом, который еще варился у нас 30-40 минут. И вот потихонечку мы заливаем. Так. Видите, он такой густой консистенции получился, потому что мы муку добавляли. Вот ровно у меня и получилось 2 порции. Так. Следующий этап. Следующий этап мы добавляем с вами коньяк. В каждую плошечку 1 столовую ложку коньяка. Вот у меня здесь уже отмерено 3 ложки. 1, 1,5, 2 максимум столовых ложки коньяка. Дальше что мы делаем с вами? Мы берем гренки. Снова берем гренки. И кладем сверху наши гренки. Закрываем
поверхность. Так. Наверное, еще по одной греночке получится. Такие небольшие возьму гренки. Так, одну сюда гренку. И сверху мы все засыпаем уже натертым сыром. Это у меня швейцарский сыр, а это пармезан. Вот мы его перемешиваем вместе и засыпаем наши греночки. У меня как раз все сделано так, чтобы закрыть гренки. И следующий этап. Духовку разогреваем 250 по Фаренгейту. И я поставила, она у меня идет broiled, то есть она с конвекцией такой идет. Хотя вот здесь тоже есть конвекция, но это верхний гриль работает. Для того, чтобы запекся наш сыр. 250 Фаренгейт или 120 по Цельсию. Пока еще моя духовка не готова, я жду. Как только она будет готова, мы ставим наши мисочки в духовку на 20 минут. Духовка моя просигналила, она готова. Я открываю и ставлю внутрь запекаться. Когда будете ставить внутрь, обязательно поддон какой-то вниз положите, потому что если, не дай бог, что-нибудь сбежит, все, 20 минут. Засекаем время. Ну что, у меня вот так он запекся в духовочке. Иногда запекается, ну, такая корочка более коричневая получается. Так что 2 порции готово. Окей? Так. Ну что? Пробуем. Пробуем наш супчик. Он очень горячий. Очень. Ну вот для любителей лукового супа это, конечно, обалденно вкусно. Так что приятного аппетита!